страна очень спокойная, люди очень добрые, очень отзывчивые, всегда помогут. Даже ты не знаешь языка, ну, тебе всегда помогут, подскажут. А твои налоги с общей выручки с кассы какие? В общем, годовые, получается, в год они снимают около 50%. 50? Ну, в сумме вместе с 35 миллионов. Окей, образно. Ты заработала 30 тысяч долларов, ты заплатишь 15 тысяч долларов? Около того. Мало того, что оно вкусно, еще это единственное кофе в Сальвадоре, которое 100% органика. Они не используют вообще, даже для выращивания вообще не используют химию. Самая большая разница, которую я почувствовала здесь и в Украине, то, что в Украине у нас приходишь к врачу, и тебе дают вот такой список лекарств, которые иди принимай, только иди купи в этой аптеке. Всем привет, это Сальвадор, и мы встретились с Викторией. Сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Поехали. Ищете новые впечатления и готовы отправиться в захватывающее путешествие по странам Латинской Америки? Я лично посетил эти страны, побывал в самых известных и малоизвестных местах, включая те, куда не каждый решится отправиться. Гулял под ним и днем, и ночью. Теперь готов приложить только уникальные туры, которые подарят вам незабываемые эмоции и откроют скрытые уголки Латинской Америки. Наши услуги включают авторские индивидуальные туры, экстремальные туры по неизведанным местам, медицинские туры для реабилитации, премиум путешествия на высшем уровне и туры недвижимости по Латинской Америке. Почему стоит обратиться именно к нам? Первое. Наши профессиональные гиды, владеющие несколькими языками и обладающие глубокими знаниями о местных достопримечательностях, сделают ваше путешествие незабываемым. Живя в этих странах, они знают их лучше, чем местные жители. 2. Мы обеспечиваем трансфер из аэропорта и встречу на личном автомобиле для вашего комфорта. 3. Мы предоставляем экстренную медицинскую помощь по всему региону. 4. Организуем путешествия под ключ. Берем на себя все организационные моменты, бронирование отелей, транспорта, экскурсий, страховки и других дополнительных услуг. 5. Предлагаем уникальные скидки и тарифы на отели, которые недоступны обычным туристам. По желанию организуем частный вертолет или катер для роскошного отдыха на Карибском побережье. Пусть ваше путешествие станет незабываемым. Откройте новые грани мира с нами. Вик, расскажи, пожалуйста, почему именно Сальвадор? У меня муж сальвадорец, мы приехали сюда на vacation, на отпуск, и остались здесь. Мне понравилась страна, больше всего мне понравились люди. Я почувствовала себя как дома здесь, и мы решили остаться. А где вы познакомились? Мы вообще артисты цирка. Я работала до того, как познакомилась с мужем во Франции 3 года. Циркачи? В цирке, да. И познакомилась с мужем. Ну, мы начали гастролировать по всей Европе вместе с ним. В Украине работали и по всем странам Европы. Мы как раз во время ковида мы работали с ним в Киеве. Мы остались работать в Киеве, почти не работали из-за ковида. И решили, раз работы много нету, поехали познакомиться со своей семьей наконец-то в Сальвадор. Мы приехали в Сальвадор. У нас был следующий контракт в Англию. Мы должны были ехать работать в Англию. Но до Англии у нас еще был контракт во Львове, в Украине, в городе во Львове, на 2 месяца. Из-за войны у нас пропал контракт во Львове, и как раз началась война, через 2 месяца, как мы приехали сюда. И мы же решили, во Львов мы уже не поедем работать, потому что уже там цирки не работают. А Англию мы подумали, что вы знаете, что дальше будет лучше, мы решили остаться здесь. Но я не пожалела ни на секунду, что мы остались здесь. Ты сама родом из Львова? Не, я родом с Донбасса, с Горловки. И сколько лет вы гастролировали так, по каким странам? Всю жизнь. У меня семья цирковая. У меня отец силач, я силачка, брат силач, мы все силачи. И я с детства, когда я была еще маленькая, мы больше всего катались по России, Казахстан, Польша, страны, которые рядышком. А уже когда я выпустила свой собственный номер, уже начали кататься Прибалтика, Франция, Германия. Короче, вся Европа почти мы катались. То есть тебя с детства затянули в цирк? Да. Но мне мама всегда была против, она всегда говорила,
куда угодно, Вика, только не цирк. Иди на врача учись, мне всегда говорил. Нет, мама, я люблю цирк, я хочу работать в цирке. И я сама настояла на то, что буду работать в То есть цирке. у тебя какое образование? Я режиссер цирковой. Ну, я режиссер театра и цирка. То есть ты сама номера делаешь? Да, я могу Создаешь. делать номера и программы. Также театр, но меня больше увлекает цирк. Есть ли идея открыть здесь цирк? Да, изначально, как только мы приехали, я планировала даже арендовать цирк. Проблема в том, что в Сальвадоре нет цирка уже. Я могу сказать, что его нет. Есть хорошие номера, но все хорошие номера не выезжают за границу, в Европу или в США на работу. А именно в Сальвадоре цирк, ну, как искусство не существует. Это просто как балаган. Это, ну, для взрослых, цирк для взрослых, скажем так. Для детей нету ни клоуна, ничего. Там просто всякие шутки пошлые, мужчины переодеваются в женщин, из номеров там 1-2 номера покажут, хула-хуп или что самое простое, и все. Когда мы приехали, я планировала арендовать цирк. Но здесь, чтобы арендовать цирк, он будет простенький и тоже, ну, сказать, не лучшего качества. Мы подумали, решили, что лучше мы подождем, накопим денег, собираем на другом бизнесе, а потом уже со временем откроем хороший цирк, профессиональный, который нам обойдется в крупную сумму. Ну, поэтому мы не смогли его открыть сразу, как только приехали. Но в планах, да, мы хотим открыть свой собственный В течение цирк. какого времени? Сколько лет? Ну, дай бог, пару лет, 2-3 года, если получится. Было бы идеально. А сейчас чем занимаетесь? Мы когда приехали, у меня муж вообще он битмейкер. Он, помимо того, что мы работали в цирке, он всегда занимался еще музыкой, делает биты, работает с певцами. Когда мы приехали, конечно же, со своим запасом денег, но не очень быстро, через 3 месяца, как раз, когда мы должны были возвращаться, все, не было денег. И он зарабатывал на битах. Ну, на проживание нормально, на поесть, там, прожить, да, но на развлечения уже, там, на одежду нам уже не хватало денег. И он мне говорит, почему ты не откроешь свой канал на Ютубе? Кто его будет смотреть? Кому я нафиг интересно в этом Сальвадоре? Я тем более испанский не знала вообще. Он говорит, ну, сделай одно видео в ТикТок и посмотришь, тебе пойдут просмотры. Ну, ладно. Я сняла одно видео, как я пробовала пупусу, и мне набрало сразу 100 тысяч просмотров и около 10 тысяч подписчиков в ТикТоке. Я такая, как такое может быть интересно людям? Я знаю, как у нас в Украине, как в России люди, да, им хороший контент, хорошее качество. Я поехала на телефон, на старый телефон, плохое качество. Ты сняла видео, и у меня столько подписчиков, ничего себе такая. А оказывается, что людям здесь было раньше, ну и сейчас, в принципе, тоже, им очень интересна жизнь иностранцев, которые приезжают в Сальвадор, которые путешествуют по стране, которые пробуют их национальную еду. Сальвадорцам это прям заходит вообще, ну, на максимум. Это как совет тем, кто будет приезжать в Сальвадор, снимайте видео на испанском для сальвадорцев, и у вас будет залетать видео, разрывать просто людей. Вот, и мы открыли свой канал на Ютубе. И с тех пор, как бы, мы начали жить на музыку на YouTube. Слава богу, мы нормально зарабатывали. И потом вот сейчас мы открыли свои 2 кафешки уже украинские. Ну как, европейские, у нас разные направления. Так, и назвали вы? Дульце Кава. Я хотела совместить испанский язык и украинский язык. И кава на украинском это кофе. Получается и дульце сладкий, сладкое кофе. И цвета тоже есть синие. Да. Во флаге Сальвадора. Что у вас в кафе можно поесть? Ну, в основном наша специализация – это десерты. У нас есть орешки, трубочки. Прям со сгущенкой Да, вареной? со сгущенкой мы сами ее варим. Орешки, трубочки, пирожки. У нас есть пирожки с картошкой. У нас есть из нашего грибочки вафельные с шоколадом, медовик, Наполеон. А вот медовик Наполеон ты сама делаешь? Все сами делаем. Ну, сейчас в последнее время у меня не хватает времени уже находиться на кухне. У меня есть шеф, которая все выучила. И она уже делает по моим рецептам, делает все десерты и пиццы и так далее. Уже все делает, как я хочу. Я только контролирую, чтобы все было хорошо. И как вообще спрос на такую специфическую еду? Ты знаешь, когда у меня был страх открываться, меня подтолкнули на это, потому что думала, ну кому будет интересна наша еда? Я знаю, что сальвадорцы, они очень закрытые в плане еды, в плане вообще они очень, им нравится больше поддерживать свое в плане вот еды и в плане развлечений. Там, ага, да.
Ну, плюс еще все думают, что кафешка европейская, наверняка она будет дорогая и так далее. Поэтому я даже не планировала. Я начала сначала продавать все эти орешки, трубочки, грибочки, я начала делать из дома. Ну, все до этого, до того, как я начала продавать их из дома, я попробовала, я сняла одно видео, и я наделала Наполеон, наделала орешков, что там еще уже не помню, медовик, по-моему, и пошла раздавать на улице людям, смотреть на их реакцию, понравится мне или не понравится. Ты снимала это на TikTok? На YouTube. На YouTube. Да, на YouTube. И у меня был такой спрос, мне люди начали спрашивать, а где ваша точка, где вы продаете? Начали спрашивать, я такая, интересно. После этого я начала продавать онлайн. Я сняла видео, что у нас уже есть продукция, можете заказывать коробочки. Я продавала коробки с орешками, с шоколадной колбаской и так далее. У меня разлетались, я не спала ночами, я работала всю ночь, чтобы продать эти все десерты. Чтобы еще не испортилось. Я только сделала, и сразу ее продавала. То есть не оставалось? Нет, я делала чисто... Я работала под заказ. Мне заказывали одну коробку, допустим, там, хочу коробку только орешков. Я ее делала, и сразу же в этот же день, либо же утром я их развозила. И у меня было такое, что я первую неделю я спала по 2 часа в день. Вообще, я была такая убитая, но я была счастливая, что ничего себе, такой спрос. И мы уже за то время накопили очень много постоянных клиентов, которые, когда вы уже откроете свою кафешку, хочу ваше кофе. Потому что мы продавали еще кофе, но кофе мы не развозили, потому что я думала, только для тех, кто жили рядышком. Потому что я понимала, что оно остынет, оно уже будет не то, если это латте, то оно потеряет все свои свойства. Я не хотела продавать кофе на выезд далеко. Поэтому я говорю, нет, ждите, пока я открою свою кафешку, и лучше тогда, чтобы я вам гадость не продавала. И уже мне многие начали писать, когда вы же откроете, я тебя буду искать, при любой точке я тебя найду. Я такая, ничего себе. Я, честно говоря, была в шоке, что люди здесь будут так заинтересованы в наших продуктах. Им очень понравилось. Я знаю, что наша еда вкусная, правда, но я не думала, что настолько они будут заинтересованы в этом. И сейчас, даже мы уже работаем полгода почти, уже полгода, и наши клиенты постоянные, которые были с тех пор с коробок, они всегда приходят и всегда покупают и кофе, и разные десерты и так далее. Всегда нас поддерживают. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них и зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. Скажи, пожалуйста, почему нужно купить кофе именно у вас? Чем он отличается от других? Мы не экономим. Мы покупаем кофе. Я считаю, тоже у меня есть видео, кстати, об этом в Ютубе. Мы прошли, наверное, где-то 20 разных магазинов и финка, как это по-русски будет, где выращивают кофе, искали, выбирали лучшее кофе. Потому что я очень капризная в плане вкусов. И для меня кофе, я не каждое кофе могу пить. Мы ходили по всем этим, выбирали, искали, но около 20 где-то так мы прошли разных финок и разных магазинов, где продают кофе, и остановились на этом. Мало того, что оно вкусно, еще это единственное кофе в Сальвадоре, которое 100% органика. Они не используют вообще, даже для выращивания вообще не используют химию. Раньше это кофе использовалось здесь, в Сальвадоре, Starbucks раньше, 5 лет назад. Потом они перешли на более дешевое кофе. Starbucks на более дешевое перешел? Да, перешли на более дешевое, а мы закупаем чисто это кофе. И оно, у меня есть такая проблема с детства, не знаю почему, но какой бы кофе я ни пила, у меня всегда начинается изжога, очень сильная. А это кофе я пью, и мне вообще хоть бы хны. Даже могу чисто эспрессо пить, и мне ничего оно не дает. Так если ты такой информацией владеешь, нужно писать лозунг «Наше кофе выше Starbucks». Точно. Хорошая идея. Окей.
Но по цене, насколько согласно рынка, кто кофе продает, там Starbucks, Макдональдс и так далее, насколько оно у тебя дешевое, дорогое, среднее? У нас дешевле, чем Starbucks. Мы продаем дешевле, чем Starbucks. Мы выходим на количество. А емкость такая же? Да. Ну, Starbucks – это кофе, считается, мирового уровня, лакшери, хотя, ну, на самом деле, в Сальвадоре очень плохой Starbucks. По сравнению даже с Европой, даже вот, допустим, во Франции мы ходили часто в Starbucks, и там хоть ты чувствуешь вкус кофе, хоть оно мне тоже давало проблемы с животом, но хоть чувствуешь вкус кофе. Здесь в Старбаксе ни разу не пробовал кофе у них? Нет. Вода водой, ну, они даже, мне кажется, молоко с водой разбавляют. Ну, вообще, чисто нету вкуса. Вообще мне не нравится. У них есть другие кафешки национальные, которые на 100 раз лучше, чем Starbucks, хотя, ну, тоже не такой, прямо не самый дорогой кофе используют, но намного лучше, чем Starbucks. И цены дешевле. Значит, ты на сегодняшний день, если у тебя муж сальвадорец, имеешь гражданство или ПМЖ? У меня резиденция пока что. Я прожила в Сальвадоре с резиденцией 3 года. Мне еще нужно прожить 1 год на постоянное гражданство, а потом уже я могу себе делать паспорт. То есть обязательно надо жить в стране? 4 года. По поводу бизнеса, то есть ты открывала кафе. Как тяжело открыть юридическое лицо, сколько нужно денег для этого, какие документы оформить? Ну, я скажу честно так, я очень мало знаю о документах, потому что у меня муж занимается документами, я мозг, я делаю рецепты, я ищу поставщиков, а муж занимается документами. То есть ты стратег? Да. Но могу сказать так, что в Сальвадоре вообще нет проблем открыть бизнес на самом деле, потому что мы до сих пор регистрируемся, и нам никто ничего не говорит. Проблема в том, что у нас изначально мы пошли узнавать все, мы пошли в налоговую, и мы узнали у них, как нужно зарегистрироваться, чтобы нас, чтобы мы не теряли, чтобы нам было комфортно. И нам дали одну информацию, что мы должны сделать собрание персон, не знаю, как это переводится на русский собрание правильно. Учредителей. Ага, да. Мы должны сделать этот так вот, и нам будет комфортно, и им хорошо, и нам хорошо. Ну, хорошо, мы пошли, и мы сделали это собрание. И потом тоже была наша ошибка, на самом деле, то, что мы обратились к плохому адвокату изначально. Он нам сказал, да, это нормально, делайте. И мы потратили деньги, мы потратили около $1000, даже больше, потому что у нас есть партнер. Ему нужно было приехать в США, он на билет потратил только, чтобы сделать это собрание. То есть у вас есть инвестор? Да, у нас есть инвестор. Мы сделали это собрание по документам, а потом в итоге нашли другого адвоката уже, более профессионального, насколько я поняла, и он нам объяснил, что нет, это вам вообще не подходит, делайте общество. Вот, и мы начали переделывать на общество. Мы пока еще в процессе переделывания, уже прошло полгода почти, и нет проблем никаких, даже ни разу никакая проверка не пришла. Главное то, что мы работаем с продуктами, конечно, мы можем делать себе... Лицензию? Нет, как он называется по-русски? Санэпидемзаключение? Да, справку от ну, гигиена, что у вас все нормально, все в порядке. Мне тяжело с терминами на русском. А вопрос, то есть вы с инвестором работаете по сегодняшний день? Угу. Поэтому нам нужно сделать сообщество. Среди троих, да, общество. И как вообще на сегодняшний день, насколько высокая выручка? Вначале, когда мы начали только работать, у нас было сумасшествие, потому что мы ютуберы, у нас очень много подписчиков. Вы, наверное, и на ютубе деньги получаете. Ну да. Плюс у нас еще и много друзей ютуберов и тиктокеров, инфлюенсеров, в общем. В общем, первые 2 месяца у нас был дурдом просто. Мы не успевали готовить, потому что был такой поток, у нас очередь стояла на улицу первые 2 месяца. Было очень тяжело, но мы зарабатывали. Но мы почти все, что зарабатывали, мы инвестировали опять, там, что-то докупали, что-то доделывали. И потом через 2 месяца как раз мы взяли одну точку. Через 2 месяца мы решили увеличиться, и мы взяли другую точку рядышком. Получается, мы сделали большую кафешку. Раньше у нас было просто как больше на вынос. Пришел, взял, ушел, сел наружу. Там было 2 столика внутри, но в основном на вынос. А сейчас мы сделали так, что люди могут приходить, садиться внутри. Мы сделали много столиков, кому более удобно.
И мы сделали кухню побольше, потому что кухня была очень маленькая. То есть мы сделали побольше кухню. Вот. И вот с тех пор, как мы сделали, увеличили точку, стало идти поменьше людей уже, потому что мы потеряли их во время стройки. Много приходило, а что случилось, а почему, а мы закрыты. В то время мы потеряли людей достаточно. Потом уже мы зарабатывали, но уже не так, как в первые 2 месяца, конечно. Сейчас, на данный момент, могу сказать так, слава богу, у нас есть много подписчиков, и нас всегда поддерживают, всегда приходят. И нас всегда поддерживают постоянные клиенты. Ну и нас рекомендуют очень много. А вот насчет рекламы нам приходится уже, потому что инфлюенсеры одно и то же видео не хотят снимать про нас. Нам приходится уже искать что-то как... надо других блогеров, искать. Ну да. Либо же там флайера, такое, реклама в Фейсбуке, Инстаграме. Нам приходится как-то выкручиваться, чтобы уже не так, как раньше, нужно уже искать, выкручиваться. Ставите баннер на границе въезда в Сальвадор со стороны Гватемалы, со стороны Гондураса до пограничных пунктов. Реклама. Обязательно посетить наше кафе. Они такие заходят, только документы подписывают, оформляются, такие: о, кафе, заедем. Это бьет в память, потому что когда висят плакаты, а тебе же нужно точечно бить, чтобы лишний раз потому что теряться среди больших баннеров тоже смысл. Платишь, а выхлопа нет. Как вариант. Хорошо. Скажи, пожалуйста, у тебя сейчас 2 кафе. Угу. Где мы находимся на этой локации в центре? Это 2-е кафе у тебя? Да, Ты новое. Недавно открыла. Дорогая ли здесь вообще аренда? Очень дорогая. Мы когда приехали в Сальвадор тоже, я когда начала интересоваться вообще всеми бизнесами, что мы можем сделать, потому что вариантов было, помимо кафетерии, еще были несколько вариантов. И мы начали искать точки. Но мы были не уверены в себе, можно так сказать. Я еще думала, да, нет, и мы начали искать. И точки стоили $500. Такая же примерно по размеру, даже чуть больше, чем вот это. Были там, хорошая, большая, с витриной совсем, но она обходилась где-то $1000. Сейчас вот этот ларечек стоит 1500. 1500 да. в месяц. Еще какие-то дополнительные платежи коммунальные? Да, еще мы платим воду в мэрию за уборку и так далее. Суммарно сколько это на круг выходит? Где-то 1600, 1700. А какие-то арендные каникулы предоставляли там? Чтобы заехать, подготовиться, отремонтироваться? Конечно, да. Были арендные каникулы? Да. Мы потратили на открыть точку около 20 000. Самое дорогое, это, конечно, кофемашина. Это витрина. Вы необычную кофемашину берете, профессиональную? Да, конечно. У нас тут маленькая, потому что у нас маленькая точка, поэтому маленькая. Окей. Так, ребят, кто хочет кофе, welcome. Вот меню. Заходите. Тут даже кружки на русском языке русские. Так что приходите в гости. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программе. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления 2-го гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое.
возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Скажи, пожалуйста, сейчас вот как раз Новый год намечается. Как вообще сальвадорцы празднуют новогодние праздники? Ой, ну, очень по-разному отличается. Ну, я еще... суть в том, что у меня муж артист цирка, у него семья цирковая, и они очень отличаются от людей нормальных, которые не работают в цирке, поэтому мне тяжело судить. Я могу сказать, как отличается семья моего мужа. У них это, ну, по сравнению с нашим Новым годом, очень скучно. Они сделали, там, допустим, типа хот-догов, только вместо сосисок они кладут курицу. Они покушают быстренько, там, в 9 часов вечера, и все разбежались. Спать? Не, по разным, там, по друзьям, на улицу, там, у них еще есть такой прикол, они играются с петардами. Они выходят на улицу и там кидаются друг другу петардами и так далее. Ну, это же опасно друг другу. Да, это запрещено. Это запрещено уже года, наверное, 3, как здесь, в Сальвадоре, но они этим занимаются здесь. Для них это весело. Ну, это весело, на самом деле, но это очень опасно. Это в Китае так стреляют, что там такие дымки стоят, дышать нечем, ходишь по улице. Но вообще вот они как гуляют по улицам, не знаю, празднуют, возле елки танцуют. Что происходит ночью? Ну, все почти выходят вот на салюты. На салюты, да. Салют, либо же эти петарды маленькие. Еще есть, как у нас тоже... Хороводы возле елки не водят? Нет. Ну, здесь, да, вот мы ждем, должна быть в эту субботу, уже через пару дней должна быть инаугурация елки. Инаугурация елки? Да. Такое? Они включают елку, тут показывают всякие шоу, там даже танцы танцуют русские, украинские на сцене. А кто танцует русские, украинцы? Сальвадорцы У них сами? есть, у них как там странно, они что танцуют между гопаком и русским танцем, с музыкой, с Чайковским, что-то такое. Ну, они не перемешку. приглашают самих русских для этого? Нет. Ну, единственная девочка русская, она играет на пиано. Ирина? Да, вот. Она, по-моему, сюда не приезжает. Я видела один раз ее видела в одном парке. Она играет. Интервью будет по ссылке в описании. Да, а так танцуют сальвадорцы. Круто. Тебе тяжело вообще было, когда ты приехала первый раз в Сальвадор, адаптироваться для жизни здесь? Если честно, нет, вообще нет. Нет? Нет, Потому что ты была с мужем. Ну да, я была с мужем, а во-вторых, да, я думаю, ты почувствовала, какие здесь люди, нет? Они очень, очень дружелюбные, гостеприимные. У меня не было такого, что я, допустим, иду в магазин, я не знала испанский, я не говорила на испанском. Я там пару слов могла сказать, но я не могла, как сейчас, общаться спокойно. Я приходила в магазин, и я там, допустим, что-то спрашиваю, они меня не понимают, но они не будут меня осуждать, как, допустим, если во Франции я пойду, там есть люди, которые тебя могут осудить, что не знаешь французский. Тут же нет вообще. Мне, что? Это? Это? Да, хорошо. Они очень, они так... Я себя вообще ни разу не чувствовала неловко в Сальвадоре. Ни разу. Они все понимают, они все воспринимают с добром, душевно, тебе помогают всегда. Я 100% уверена, что я бизнес открыла только благодаря им, сальвадорцам, потому что меня очень поддерживали. Очень поддерживали. Окей. Ну, ты не боялась, что есть преступность? Не было уже. Когда я приехала, началась эта их программа по очистке, и уже не было, ни разу не было уже проблем. Спокойно было? Да. Мы как раз приехали через месяц после того, как началась эта программа. Мы проверяли парней, тоже мужа моего проверяли, останавливали, проверяли документы, нет татушек, но... Но говорят, в этой чистке даже пострадали очень много невиновных людей. Да, а как ты хотела, чтобы... невозможно взять 50 тысяч человек, посадили 70 тысяч, и чтобы не было ни одного невиновного. Конечно, будут невиновные, но их выпускают потихонечку. А с медициной ты здесь сталкивалась? Да. Могу сказать, мне кажется, что здесь, наверное, немножко лучше, чем в Украине. Медицина лучше? Немножко лучше. А чем лучше? Технологиями. Я только в частные обращалась, я не была в государственных, поэтому я не могу сказать. Я в Украине тоже только была в частных. Я никогда ни разу в жизни, когда маленькая, может быть, еще когда в школе училась, а так я никогда не обращалась в государственные учреждения, только в частные. И
ну, ладно, хорошо, что мне не понравилось здесь, в медицине, это что даже врачи очень непунктуальные. У меня, допустим, на 9 часов запись, я прихожу там за 10 минут, и 8:50 я уже на месте, а врач приходит в 10. И всегда у меня так было вот здесь, в Сальвадоре. То, что они не пунктуальны, это, конечно, ужасно. Но в плане медицины, в плане технологий я почувствовала, ну, может быть, мне просто так не везло в Украине, мне везет здесь, но я вижу, что у них хорошие технологии. Окей, с точки зрения оборудования самой больницы, оснащения круто. А квалификация врача как вообще? Ну, знаешь, самая большая разница, которую я почувствовала здесь и в Украине, то, что в Украине у нас приходишь к врачу, и тебе дают вот такой список лекарств, которые иди принимай, только иди купи в этой аптеке, которую я тебе говорю. Именно в этой? Да, именно в этой. Ты идешь, покупаешь лекарства, их пьешь. Здесь же ты приходишь к врачу, тебя проверяют, тебе не дадут лекарства, если тебя не проверили хорошо. Тебя проверяют, допустим, тебе что-то болит, тебе могут дать обезболивающее, но тебе не будут давать сразу вот такой список лекарств, не проверяя тебя. Тебя проверяют, делают анализы, потом тебе уже дают, но мне там, допустим, сколько раз я была врачом, мне давали 1-2 таблетки, никогда больше, не было такого списка. Допустим, даже мне один раз дали какую-то таблетку, у них же нужно каждые полгода пить от паразитов. У меня никогда в жизни не было паразитов, а здесь появились паразиты в Сальвадоре, и я вот пропила таблетку от паразитов, но мне прошло сразу все. Но мне даже не сказали пропить, это как называется, да, она мне сказала пропить уже, потом, когда я сказала, что у меня болит живот, она мне дала пропить, типа йогурты, да, вот таблетки, которые йогурты называются они. Она мне даже сразу, моя врач, она мне сказала, что вот ты пропьешь это и купи себе сразу йогурт, потом пропьешь йогурт. Нет, я пропила сначала от паразитов, а потом уже, когда я пришла взяла анализы, она сказала, все хорошо, только пропей вот еще йогурт, тебе поможет, пробиотики. А откуда паразиты? Не чистая вода здесь? У них здесь надо быть очень осторожным. У них вода, пупусы, у них очень много паразитов, которые в капусте живут. А пупусы же, их продают же с куртина, с капустой тушеной, нет, как она называется? Да, квашеной. И вот в этой капусте очень часто есть паразиты, если место нечистое. Но на них посмотришь, как они готовят, там место вообще нечистое. Ну да. И даже руки там мыли, не знаю уже. Ну да, поэтому нужно быть аккуратным. Это я стараюсь не есть. А если я покупаю пупусы, то я никогда не ем куртиду, хотя мне оно очень нравится, но я его стараюсь не есть, потому что я как бы сказала врач, что у меня вот эта капуста была, а я капусту только их не ела. Сальвадор – страна биткоина? Да. Что ты расскажешь про биткоин? Ну, во-первых, мне очень нравится их идея. Я хотя бы не пользуюсь биткоином почти, но идея очень классная, потому что я знаю очень много украинцев. Я даже работала переводчиком какое-то время, которые приезжают в Сальвадор только чисто ради построить свой бизнес на биткоине. И что хорошо в Сальвадоре, что очень легко зарегистрировать свой бизнес. Они просто находят себе доверенное лицо, и он все сам делает, и проблем нет никаких, никогда не было никаких проблем с документами. Какие бизнесы они открывают? Чем занимаются? У меня, допустим, была одна клиентка, у нее крупный логистический бизнес, доставки. Она работает, миллионные обороты у нее. По Сальвадору или по какому? Нет, у нее свой офис в Украине, в Киеве, но она работает по всему миру, доставки делает. Она работает с Китаем. Вот. Но она говорит, что у меня проблема с деньгами. У меня очень крупные обороты, и я не могу работать с наличкой, не с карточкой, чересчур большие обороты. Мне было бы классно работать с биткоином, поэтому она решила здесь в Сальвадоре открыть свой, зарегистрировать свой бизнес тоже. Окей, но здесь же у них есть свое приложение для приема биткоина. Называется Wise, что ли? Chivo, да. И это приложение контролирует правительство. То есть все, что туда прилетает, они проверяют. Они могут его заблочить, заморозить и так далее. И представляешь, какой оборот, про который ты рассказываешь, у него прилетает туда, там, от поставщика китайца, к примеру. Они такие, ничего не знаем, замораживаем, разбираемся. И здрасте, приехали. Ну, то есть это тоже зависит просто от мнения одного человека, как он посчитает, заморозить это, не заморозить. То есть я не говорю, что не надо контролировать биткоин, я не про то. Но то, что они создали свое приложение, и через сторонние приложения криптобиржи нельзя использовать биткоин на территории Сальвадора. Ну, у них есть Chivo Wallet, который просто для жителей, а есть Chivo Wallet бизнес для бизнесменов, для бизнесов. И, естественно, когда она будет регистрировать свой бизнес, он зарегистрировал уже,
она же подавала, какая сумма будет приходить. Какие обороты будут. Да, какие обороты у нее будут на этом кошельке. Банкоматов много по стране? Очень. А для обычного туриста, если он не может открыть чьего валет, что делать? Я, честно, не пользуюсь почти биткоином, но у меня есть знакомые, которые они даже зарабатывают на биткоине. И я у них как-то спросила, но я не пользуюсь чьего валютом, они из Венесуэлы, и они пользуются другим каким-то кошельком, не знаю, каким кошельком. И я говорю, как же вы снимаете деньги, тоже только чьего валит, там, где мы живем. Она говорит, а мы нормально, он работает, говорит, у нас. Мы можем снимать с любого кошелька, можно снять чьего валит. Ну, я не знаю, как они это делают, честно. С QR-кодом, наверное. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. У тебя работает на прием биткоин? Где? Кафешка? Да. То есть к тебе можно прийти и заплатить биткоином? Да, биткоин, стоит карточкой. Какой-то специальный терминал или что у тебя стоит? Нет, просто через номер. QR-код? Ну, мы номером пользуемся в Сальвадоре по номеру паспорта. Через вот этот как раз чьего валит, да? Да. А если турист хочет оплатить, тогда как? У него нет чьего валита? Тоже можно через QR-код можно. Просто через да. QR-код. Вот. Ну, вообще это очень редко, если честно, что приходит. Очень редко. Все время, что мы работаем, только 2 человека у нас просили. Какие налоги вы платите? Налоги очень большие в Сальвадоре. Ну, пока что мы еще регистрируемся, мы пока что еще не платили вообще налогов? Пока что нет. Вы сколько лет работаете? 6 месяцев. И не платили вообще налогов? Ну, мы же регистрируемся, еще даже не зарегистрировали. Я же тебе рассказывала, Может, что мы... так 5 лет будете регистрироваться и платить Нет, налоги? уже должно. Ну, это их не проблема, что это долго делают, правда? Это наша проблема. Мы что хотим платить налоги, нам не дают. Ну, сколько будет налогов? 35% стоит налог. С выручки? Нет, 35%, ну да, подожди. Ну, с общей выручки, с общего оборота. 35% против налог покупателя, получается, с продуктов, правильно? Допустим, стоит у меня кофе $2, 2,70 я должна продавать, потому что 70 центов это будет налог. Ну, то есть ты официально в чеке пишешь, это налог. Вот, то есть ты продаешь кофе за 2, плюс налог 35% платит покупатель, правильно? Да. Окей. А твои налоги с общей выручки с кассы какие? В общем, годовые, получается, в год они снимают около 50%. 50? Ну, в сумме вместе с 35. Окей, образно. Ты заработала 30 тысяч долларов, ты заплатишь 15 тысяч долларов? Около того. Ничего себе бизнес такой. Ну да. Работать пополам? Ну, с выручки, с чистой выручки. Да я понял, чисто с выручки. Я просто тебе пример скажу. Вот чистая выручка. Ну, они объясняют это так здесь. Мы общались с многими бухгалтерами. Они объясняют так, что 35 не вы платите, а платит покупатель. Ладно. А вы только платите 20. Он сказал 21-25 годовых. Окей, ну, то есть вы платите 21-25. Ага, остальное типа платят клиенты. А дополнительно какие-то расходы, помимо налогов, есть там, не знаю, социальные взносы, на здравоохранение? Ну, конечно, да. Есть? За каждого работника мы же должны тоже давать налог. Мало того, что мы платим налог за работника, еще и должен работник за себя сам платить налог. И сколько вот это все выходит цифра? Ну, вот, допустим, если у него зарплата 365 минимальная, то он, по-моему, $20 должен отдавать налог, если не ошибаюсь. Самостоятельно? Да, свой налог. Без вашего участия? Угу. Еще и мы. Ну, в общем, в сумме, получается, мы будем тратить где-то $400. Нет, ну да, 400 на одного работника, если будем платить минимальную зарплату. Плюс еще и медицинская страховка на каждого работника. Это вы оплачиваете? Да, мы должны делать. Работодатель обязан оплачивать? Да. Еще мы должны оплачивать отпуск, если медицинский отпуск, обычный отпуск. И каждый в конце года, у них перед Новым годом, вот сейчас как раз через месяц, у них есть агинальдо, что такое называется. Это типа им нужно давать еще, какую-то сверхвыручку. Мы должны платить, сверхзарплату. 13-ю зарплату. Окей. Ну, Я в цирке, я просто, я тебе скажу так, что я в цирке никогда даже не сталкивалась с налогами, потому что я артистка частная. Меня нанимали, и за меня платили налоги, и все, я даже никогда с ним не связывалась. Поэтому для меня тяжело, я поэтому в этом ноль, у меня все это муж знает. Я в этом вообще не разбираюсь. Тебе цифры озвучили, так, я согласна, все, работаем. Да. Мне сам процесс интересен.
А муж уже занимается всеми. Я могу сказать примерно, но конкретно он, да, я нет. Но как ты считаешь, вот ты работала сначала с едой на дом, да? То есть у вас не было кафе, вы доставляли на дом. И сейчас у вас есть кафе. Где прибыль больше? Ну, конечно, когда дома работала, у меня была больше прибыль. Потому что, хотя было тяжело, я работала сама, я уставала, я не спала, но там у меня не было затрат. Ну, только что газ покупала и все. А так у меня не было затрат на работников, мы не тратили, на аренду, за аренду мы не платили. Единственное, что продукты, конечно, я тратила и все. Но я продавала очень дешево, я считаю. У меня одна коробочка, вот такая большая коробка, стоила $10. Мне она обходилась в $5. Я $5 зарабатывала. А сейчас коробку. почем ты продаешь эту коробку? Сейчас такая коробка у меня будет стоить около $30. Она мне обходится долларов, наверное, 8 где-то так. А что тебе мешало, сделать свое имя также с доставкой продавать просто дороже? Я пробовала, мне было интересно. Не зашло? Суть в том, что когда у тебя уже есть своя точка... То есть у клиента мало доверия было, да? Ну, наверное, да. Мне многие писали еще в комментариях в Ютубе. Мне писали, когда откроешь свою кафешку, я буду попробовать. Так, многие писали. Я их понимаю очень хорошо, потому что я сама такая. Мне заказывать у кого-то с дома, я боюсь, я не знаю, какая у них кухня. Чистая она, не чистая. Я хоть и показывала видео, что я работаю всегда в сеточке, я одеваю перчатки, даже в маске работаю. У меня стерильно на кухне. Но кто его знает, может, я выключаю камеру, снимаю все, и я начинаю ходить так вот работать, правильно? Я понимаю людей, что многие не хотели, боялись покупать. Из дома я сама такая. Поэтому я знала, что так оно и будет, и когда мы уже открылись, уже почти все пришли попробовать. Твои рекомендации вообще? Стоит приезжать в Сальвадор жить? Сейчас очень тяжело с жильем. Ты сам заметил, правда, что очень дорого. Очень дорогое проживание. В Сальвадоре, я даже пример скажу, жилье, оно подороже, чем в Панаме. И дешевые есть, но они быстро улетают. И, допустим, цена 800-1000, она в центре, если я сейчас говорю про центр Сан-Сальвадора, то она чуть-чуть качеством другая, чем в Панаме. А если мы говорим от 1000 и выше, то да, можно найти там, но это на долгий срок, это как везде. Но я рассматривал всегда везде на короткий срок, там 2 недели, месяц, то я с этой точки зрения цены сравнивал. И я вот когда сюда приехал, смотрю, как-то недешево в плане жилья. Хотя на долгий срок, да, можно найти вот ниже 1000. Такая история. Поэтому я и спрашиваю, насколько ты рекомендуешь, даже не с точки зрения жилья, а самого развития страны, там, открытия бизнеса, какого-нибудь специфического, которого здесь нет. Вот, допустим, твое кафе, такого кафе-то больше нет же здесь, со своей традиционной кухней. Есть ли смысл сюда вообще приезжать? Открывать бизнес, да, я рекомендую, потому что, во-первых, легко его открыть. Очень много бизнеса в Сальвадоре, которые вообще не платят налоги. Вообще не платят. Что это за бизнес? Кафешки, рестораны, что угодно. В смысле, а почему они не Даже платят? вот если ты посмотришь внизу все эти кафешки, они не платят налоги, ничего. Почему они не платят? У них привычка такая. Они не платят налоги. Я когда мужу сказала, когда мы только решили открыться, я говорю, так, а как, даже когда еще из дома работала, я говорю, надо зарегистрировать налоги, как мы сделаем, как мы зарегистрируем, потому что я в этом не понимаю, помоги мне. Из дома, ты хочешь из дома оплатить налоги? Я говорю, у меня же будут обороты, у меня же на карточку будут скидывать деньги. Вика, ты что, с ума сошла? Такого нет. Я говорю, здрасте. А как? Это ж неправильно, неофициально. Он мне говорит, не успокойся, тут никто не платит, тем более с дома. Уже когда мы начали открывать кафешку, уже да. Тем более у нас еще и партнер, мы хотим работать официально, потому что нам нужно делить выручку официально, и мы тоже не хотим проблем, чтобы партнер не думал, что мы воруем и так далее. Мы хотим делать все официально, поэтому мы уже решили зарегистрироваться, как должно быть. Но здесь большинство бизнесов маленьких, всякие кафешки, ресторанчики, они работают без налогов. Уже сейчас, мне кажется, со временем, как страна развивается, государство будет заниматься более усердно тем, что все платили налоги потихонечку. Но пока что еще вообще с этим очень просто. Налоговые проверки. Я даже, знаешь, как я рекомендую многим. Я понимаю, что так они не проверяют. Даже у меня есть знакомый один, тоже, у которого свой ресторанчик в другой точке. Он мне говорит, Вика, я проработала не платила налоги 3 года. Я говорю, а сейчас ты платишь налоги? Я говорю, да, я вот только вот сейчас зарегистрировался пару месяцев назад, потому что у меня один раз на карточку выпала выручка $10 000. И ко мне пришли спросили, а почему налоги?
Он говорит, да, я сейчас зарегистрирую. И все, пошел зарегистрировал, и все, никаких проблем, никаких штрафов, ничего. То есть можно дотянуть до того момента, пока тебе не зададут вопрос. Ну, по сути, да. Я даже рекомендую, даже в своих видео я рекомендую, что если вы боитесь открыть какой-то бизнес, вы хотите, но вы боитесь, вы не знаете, пойдет, не пойдет. Попробуйте, откройте месяц, 2 месяца без налогов, просто попробуйте. Вдруг у вас не пойдет, вы закроетесь. То есть нет такого строгих таких правил, как вот в Украине у нас. Если какой-то большой бизнес, крупный, где будет большая выручка, конечно, нужно всегда регистрировать само собой. Но если какой-то маленький бизнес, маленький ларечек, допустим, или маленькая кафешка, или маленький ресторанчик, попробуй, потому что многие бизнесы пробуют, даже вот где мы на другой точке, много бизнесов открываются, и они закрываются через пару месяцев. Потому что, не идет, нет людей. Закрываются, и все. И больше мороки, больше денег потратить на регистрацию и на закрытие, чем вот попробовать сначала. Но вообще я советую, потому что спрос на что-то новое тут всегда есть. И даже есть еще некоторые другие идеи, которые здесь можно попробовать открыть в Сальвадоре, которых нету, но которые, допустим, в Украине развиты, а здесь нет. Есть много идей, и можно пробовать, потому что я думала, что не зайдет, а людям зашло, слава богу. Поэтому я рекомендую. Для проживания я рекомендую 100%, если есть деньги на аренду, почему нет? Страна очень спокойная, люди очень добрые, очень отзывчивые, всегда помогут. Даже ты не знаешь языка, тебе всегда помогут, подскажут. На языке Тарзана, на руках тебе объяснят все. Что еще нужно? Заработать, ты можешь открыть любой бизнес, проблем нет. Резиденцию сделать тоже проблем нет никаких. Очень просто сделать резиденцию. Даже у меня есть знакомые, которые фрилансеры, которые работают дома на компьютере. Они приехали в Сальвадор, и они сделали себе резиденцию как фрилансеры. Мне кажется, одна из самых как простых. кочевники? Ага. Очень простая страна по документам. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.